Здравствуйте! Что делать, если рычать получается с трудом? И вместо рычания у вас получается стон усталого слона, скулёж сутулой кошки или визжание испуганной собаки. Давайте подумаем, какой же звук «р». Он такой мягкий, ласковый, как говорят мне некоторые мои ученики. Или же он сильный, напористый и агрессивный? Наверное же все-таки «р» более агрессивный. Чтобы хорошенько порычать, нужно сильно-сильно разозлиться. А каким будет ваш язык? Мягким, вялым или же упругим, напряженным, сильным? Наверное, все-таки упругим, сильным и напряженным. Так вот, чтобы правильно рычать, ваш язык должен приподниматься широкой чашечкой за верхними зубами, а боковые края языка плотно прижаты к коренным зубам. Выдыхаемая струя воздуха проходит посередине языка, и тогда рычание у вас получится. Мы сейчас будем учиться рычать, как дикий тигр, с напором, с яростью, обнажив верхние и нижние зубы. Почему же не получается? Одна из самых частых причин – это короткая подъязычная уздечка. Язык просто не поднимается за верхние зубы. Не хватает подъема и рычания не получается. Смотрите видео и разрабатывайте свою подъязычную связку, растягивайте ее. Вторая причина – это выдыхательная струя воздуха проходит не посредине языка, а расплескивается по бокам. Не направленная, выдоха мало. Тренируйте свое дыхание, смотрите видео на дыхание. Еще одна самая частая причина – это слабые мышцы языка. Язык или плохо приподнимается вверх, буквально лежит на дне ротовой полости, или же когда вы рычите, кончик языка прямо вот виден между зубами, в щели между зубами, и тогда ваше рычание не получается. А еще одна из самых частых причин – это неумение совершать языком целенаправленные действия. Так что выполняйте почаще артикуляционную гимнастику из первого видеокурса. Ссылочку на все видео я оставляю ниже. А сейчас мы приступим учиться рычать. Первый способ научиться сильно рычать – это чиркать языком за верхними зубами и произносить звук «ж». Если у вас язык в форме чашечки и вы правильно в своей речи можете произносить звук «ш» и «ж», тогда «р» у вас получится. Чиркаем языком, дуем на язык. Если получилось, приступайте сразу ко второму способу. Нужно широкий язык прижать за верхними зубами, плотно-плотно, и дуть на язык, так чтобы выдох шел сильный. Д, 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 д. Подули на язык и др. Ваша задача каждый день потихоньку добавлять это др, чтобы усилить выдох и удлинить ваш раскат, сделать его сильным и напористым. Произносим «д» еще раз. Старайтесь вдыхать как можно глубже в живот. Не вдыхайте вот сюда в ключицы. Выдоха будет не хватать, если вы наберете вот так вот немножко, чуть-чуть. Прямо распрямитесь, вдохнули в живот и сильно дрррррр. Если не получается, нам поможет вот такая вот палочка. Мы будем под языком вводить право-налево и произносить «д». При помощи этой палочки мы удлиняем свое «р». И когда у вас получилось это «дррррр», вы отдельно его отделяете от этого «др». Вы делаете «др», 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 «р», «др», «р», «др», «р». Старайтесь «р» сделать как можно длиннее. В словах, которые
заканчивается на звук «р», раскатов максимально больше. Язык максимально напряжен. Если в начале слова у нас обычно язык делает 2-3 раската, то в конце это 5 раскатистых таких движений. То есть в конце слова звук «р» звучит всегда дольше, более раскатистее. Например, помидор. Когда вы тренируетесь, вот нужно именно вот с такой силой, с таким напором произносить. Ну что, поехали тренироваться? Запомнили, язык широкий, дуем на язык, приступаем к тренировке в слогах. Хорошо артикулируем гласный звук, вспоминаем предыдущее видео и говорим «р». А, р, о, р, и, р, 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 вар, вор, вор, вер, выр, мар, мор, мур, мер, мыр, гар, гор, гур, гер, гыр, бар, бор, бур, бер, быр, нар, нор, нур, нер, ныр. И на к. Кар, кор, кур, кер, кыр. Получилось? А теперь читаем слова. Пар, бар, комар, базар, загар, пожар, затор, забор, сыр, мир, мундир, костер, ковер, бобер. А сейчас пробуем читать цепочку слов на одном выдохе. Старайтесь вдох делать как можно более глубоким, вдыхать в живот и прочитать на одном выдохе 3 слова. Поехали! Комар, макар, пар, двор, мотор, помидор, вор, двор, мухомор, актер, монтер, ковер, пир, кефир, тир. Замечательно! А теперь проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставим лайк этому видео и всем пока-пока!